Шокировало всех его друзей, многих старших вайшнав, которые знали его. I offer my humble respects to Rasikanam Prabhu. Я сидел вчера и слушал его песню «Пойдемте же в город Кришны» и плакал. It touched my heart. Я бы, наверное, смотрел и слушал этот номер всю свою жизнь с неослабленным вниманием. Уже в самом начале своего духовного пути Расиканам имел этот вкус. Я просто рыдал от счастья. Это первый голос России. The world is a touch darker now. Расиканам для меня герой. Роман Петрович, 32 года, отек легких, обширный инфаркт. Буквально за день до его ухода у нас был с ним разговор. Была программа, и мы на этой программе как-то так получилось, что не привет пока как бы, а мы прямо, программа закончилась, и мы очень долго, минут 40 это точно разговаривали. И в том числе мы коснулись момента смерти тогда. Вообще, говорит, здорово было бы, если бы вот как-то вот, что ты идешь, и тело бабах отвалилось, и ты уже, тело лежит, а ты вот дальше хренаешь. Путь окончился так внезапно, город твой пристал моему взору, я тебя у ворот увидел, и друзей веселых твоих. Улыбается молча Кришна, и груди меня прижимает, из глаз, как колодец глубоких, тихо катятся крупные слезы. Брикадара Прабу, он разговаривал с врачом, который был свидетелем ухода Расиканама, и врач поделилась о том, как это все произошло. Она вот начала объяснять, говорит, мы проводили информационные мероприятия, мы то-то делали, мы ему делаем, он нам рассказывает про святые места, как он путешествует в Гималай. Мы, говорит, смотрим на приборы, они, говорит, там фактически признаков жизни не показывают, а он, говорит, рассказывает. Мы ему джапу у него с собой было, он как мешочек, говорит, тут на груди, говорит, теребит, говорит, потом уже, когда мы поняли, что бесполезно уже что-то делать, мы просто остались, как, как быть рядом, что ли, как бы, вот, как. А он, говорит, лежит, говорит, уже, как бы, и смотрит на изображение, говорит, и что-то теребит, говорит, и нам еще пытается что-то рассказывать про своего духовного учителя, говорит, про вот все это. Вот так. Сама у нее эмоции такие, стоят. Расиканам родился 26 мая 1982 года в селе Успенское Краснодарского края. Расиканам безумно любил своих родителей, и созваниваться получалось редко, но когда он созванивался, вы знаете, он так закрывал все двери, готовился, звонил и разговаривал подолгу. Маму, по-моему, называл мамочкой всегда, как-то вот очень ласкательно, и папу тоже. И они подолгу могли разговаривать. Я на самом деле удивлялась, потому что такой картины я еще не видела. Такой любви между ребенком и его родителями. Как правило, он рассказывал о своих путешествиях, он рассказывал всегда о Кришне, он всегда с ними разговаривал о Кришне. Спрашивал, как их здоровье. Его папу зовут Петр Васильевич, и в настоящее время он практикует, посещает воскресные программы. А маму зовут Ирина Николаевна, и она также время от времени обращается к Махамантре. Расиканам был с детства творческой личностью.
было ему 4 годика, и он любил, увлекался, он рисовал, сидел там, сочинял что-то, стихи какие-то сочинял. Вот. На улицу он не любитель был в то время ходить, даже потому что его, допустим, по двору ребята, детям, его не интересовали. То, что он мне всегда говорил: мама, мне с ними просто неинтересно. Расик Анам рассказывал мне о том, что в школе он учился всегда на 1 четверки и 5. Но отношения со сверстниками как-то не складывались. В карте Расиканама Прабху главной планетой в этом воплощении является Чандра, Луна. Так вот, если Атмакарика является Чандра, главная задача человека — научиться строить отношения. Бесстрашный был, бесстрашный, что-то вот новенькое. Он очень любил заниматься гимнастикой, акробатикой. И в детстве он часто ходил с отцом в горы, и я тоже это очень переживала и очень боялась, что что-то может быть, что-то случится. Но он всегда мне говорил: мама, никогда не бойся, все надо испытать. В Джаганнатхапуре я чуть не утонул в океане. Вот. Я поделился с Расиканамом Прабху, но в ответ он рассказал, как в детстве купался в море, и его накрыло волной, и волна под себя затащила. То есть тоже были какие-то, видимо, сильные волны. И он рассказал, что, опускаясь на дно, он уже принял то, что он может утонуть. И описывает, что был очень спокоен и видел, и чувствовал, как его легкие наполнялись водой. Вот. Я на него смотрел вообще как на жителя просто духовного мира. Расик Анам с самого раннего детства был очень бесстрашной личностью. И я думаю, что это его бесстрашие было связано с тем, что с раннего детства у него уже была проявлена глубокая привязанность к Богу. В нашей семье все верующие люди. И естественно, ему все это с детства рассказывалось. Прабабушка его даже маленького учила молитвы. «Отче наш» он знал с детства. Расик Анама крестили, когда ему было 1 год. Перебирала его тетради и наткнулась на одну тетрадь, в которой были сделаны его записи. Я начала читать и поняла о том, что эти записи были посвящены Богу. Меня это очень сильно удивило, и моя привязанность с того момента, она укрепилась, потому что с того момента я поняла, что этот человек настолько предан Богу, и вот эта преданность, она на самом деле спонтанна с детства. Письма были написаны, по-моему, 13-летним или 14-летним мальчиком. Ты милость, я на милость уповая. Ты сон для всех живущих, как во сне. Из веры соткан я, нет крепче этой веры. Верни меня обратно в свой чертог и сделай моей извечной мерой, что по тебе себя я мерить мог. И был опыт, я был 2 года вегетарианцем, просто ни с того ни с сего, просто захотелось. Но потом, думаю, мне как раз возраст такой, когда расти надо, а я мясо не ем, что это такое. Я снова бросил вегетарианство. Я знаю о том, что Расик Анам хотел с детства быть священником. И у него были такие мысли о том, чтобы поступать
поступить в православную гимназию. В это время в селе Успенское строился какой-то новый христианский храм. И однажды у жителей этого села он поинтересовался, что же было до постройки этого храма на этом месте. И жители сказали о том, что здесь была скотобойня. И этот факт по какой-то причине развернул мысли Расиканама о том, что он станет православным священником. И с того самого момента он начал изучать какую-то литературу и философию, может быть, даже другие религии. В 15 лет я первый раз Бхагавад-гиту прочел, науку самосознания. Я тогда изучал Библию, даже хотел в духовную семинарию поступать православную. И где-то 3 года я просто из-под книг не вылазил. Буддизм, эзотерика, там, мистицизм, шаманизм, короче, что только не читал, короче. А потом с музыкантами связался, селский пост, богему. Расиканам рассказывал о том, что после 9 класса он ушел из школы, занимался акробатикой и во дворе на турниках крутился так, что все оглядывались. До 12 ночи они с друзьями пели песни под гитару. Мама всегда его зазывала домой. Вот так проходило его послешкольное время. Вот. И через некоторое время он по настоянию мамы пошел поступать в Ставропольское музыкальное училище. На экзамене, поразив своими вокальными способностями, его зачислили на 1-й курс очного отделения на академическое пение. Вот. Он рассказывал о том, что проучился 2 года и понял, что просто понапрасну теряет там свое время. Хорошие были отношения. Меня он очень уважал, любил, понимал меня. Конечно, как ребенок каждый. Были когда-то такие юношеские, в детстве, в юношестве какие-то были такие нюансы, что мы, конечно, с ним спорили и насчет друзей, и насчет того, что что можно, а что нельзя. Хиппи стал, конечно, он. Да, стал. У нас война с ним была. Война была насчет того, что длинные волосы. Это вообще что-то было с чем-то. Я очень с ним, конечно, на эту тему скандалила и ругалась. И вот это вот все потом уже оборвано, разорвано. Эти джинсы рваные. Отравленный я полз, куда глаза глядят. Без цели, без любви, без веры. Но ежес чувствовал твой взгляд спиной своей. В тумане жизни серой. А голос твой все звал меня, и свет валился, и учился. Ты радуга вставал при свете дня, луной светил в ночи, и звездами искрился. Такие йоги, эзотерики, когда творческий сброд съезжался со всей страны, и даже за границей. Есть такое место, мистическое Утриш, между Анапой и Новороссийском, 8 километров дикого пляжа. И там, короче, кого только нет вообще. Я там 2 года прожил с этими всякими мистиками, шаманами. Почует пустыня беглого раба. Он глотает волю жадно, как вино. Свою долю славит, хоть не ел давно. Сияют звезды и дрова трещат. Эй, пока не поздно, поверни назад. У Расиканама было такое сильное желание познать истину, что наконец-то в один прекрасный день Кришна познакомил его со своими преданными.
Крыму на Space of Joy, транс-фестиваль. Почему мясоедов, каких-то непонятных людей на кухню? Не знаю. Это же вообще нонсенс. Причем обкуренных. Мы на тот момент курили все, что горело. Пили все, что можно было пить. Вот. И так вот как-то отбилась вот такая. Ну там эти симферопольские преданные, по-моему, приехали вот эти с кухни Харе Кришна. Но они сами не успевали, поэтому они просили помогать. Вот именно волонтеров записывали на кухню. А мы вот такие вот оскверненные, спросонья такой проснувшись, вот так вот на кухне. Сидели, картошку чистили. Ну вот так вот. И потом что? Потом просад, потом экстаз. Ну, конечно, просад был в промежутках с перекурами. И потом, после этого тура, я приехал обратно на Утриш, там мне просто так захотелось какой-то медитации, так захотелось как-то очистить свою жизнь от этой грязи. И вот я потом приехал с этого. А у меня друг уже был такой, он уже 2 года где-то пропадает, не общается с нами, что по утрам рано встает, не курит, не пьет. Что с ним происходит? Думаю, навещу-ка я по пути домой, заеду к нему, переночую. Заехал к нему, просыпаюсь в 5 часов, он уже сидит, что-то слушает. Я такой приподнялся, сижу, послушал, у меня такой глаза. Это то, что я всегда искал. Лекции Тарсунова. И все, я у него нагреб этих лекций и погрузился, и начал судорожно желать всем счастья. Начал всему следовать фанатично. Звуки музыки для души. Здесь оттаю, согреюсь я все время сюда спешил. Здесь Вайшнава моя семья. Первый опыт, я очень быстро начал мантру повторять, 16 кругов за месяц, за месяц я ушел на 16 кругов, и у меня джапа всегда был со слезами каждый день просто. Без слез на мода слез не заслужить, без слез слезы не вымолить у Бога. Смирение не сходит лишь к тому, кто со смирением молит о смирении. Но это было только в течение 9 месяцев, пока не ушел Брамачарьяша. Здесь Вайшнава моя семья. Здесь встают рано поутру, чтобы Господа воспевать. Здесь не ссорятся и не лгут, каждой женщине видят мать. Здесь не ценится внешний лоск, образованность, красота, знатность рода, длина волос. Жизнь Вайшнава совсем проста. Там начался процесс анархоневрити, такой серьезный. Там уже анархи полезли, я понял, что я демон, таких свет не видел. Как вообще земля таких носит, и как вообще я в этом обществе как оказался. И насколько я недостоин, такая анарха-катха пошла, такая серьезная. Там, под руководством Адити Дукха Прабху, который все время говорил, надо на Кришну медитировать, а не на свои анархи. Каждое утро Расиканам на самом деле начиналось с вечера. Как это ни странно звучит, потому что вечером, засыпая, он обязательно перед сном приносил очень долгий поклон, такой, знаете, осознанный поклон. Вот. И я чувствовала, что в этом поклоне была такая молитва. И он молился о том, чтобы ему подняться рано, и молился о своем воспевании святых имен. Для него это было важно, потому что вся жизнь его вертелась именно вокруг этого утреннего воспевания. Это было очевидно. И вот он готовился уже с вечера к этой встрече с Кришной утром. Вот также он делился своими такими очень глубокими желаниями со мной. И одно из них было таким, что он хотел сократить свой сон до минимума, до 2-3 часов в день.
Часто он об этом говорил, ему все время мало было времени, ведь он хотел очень много сделать для Шрилы Прабхупады и для миссии Гуру Махараджа. И вот наступало утро Расиканама, оно наступало в 3:30 с будильником. Он также делал очень глубокий поклон, долгий, потом надевал свои смешные зеленые наушники, такого, знаете, ярко-зеленого цвета, подаренные Ними Прабху в поездке в Европу. Вот, они были не водонепроницаемыми, и он прям в душ шел, и я из наушников всегда слышала голос либо Шрилы Прабхупады, либо Гуру Махараджа. Вот, в душе он слушал лекции, и заканчивался душ обязательно холодной водой. Вот, после этого он выходил, обязательно одевал тхоти, обязательно одевал курту, то есть одевался в вайшнавскую одежду, которая, ну, как будто было ощущение, что он вообще родился в ней. То есть он другой одежды не признавал даже дома. Вот, и усаживался читать Святое Имя. Святое Имя он читал, он очень всегда внимательно. И всегда после того, как он его читал, он всегда делился своими какими-то реализациями. Вот, говорил, получилось или не получилось. Ну, довольно-таки часто он говорил, что прямо на одном дыхании он мог прочитать все 16 кругов. Вот, но на него было смотреть иногда смешно. Так зажмуривал глаза и Харе Кришна, быстро-быстро повторял святые имена Бога. Вот так и проходила его утренняя садхана. Иногда Расиканам рассказывал о том, как он читает джапу, сравнивал ее с такой, знаете, ниточкой, и на ниточку он нанизывал святые имена Господа. И делал это очень-очень быстро, говорил, потому что, чтобы вот между этими бусинами ум не вклинивал какие-то свои мысли. Вот, и он это представлял и старался быстро-быстро повторять. Вот, еще у Расиканама была такая особенность, можно было видеть, как он повторял и раз останавливается. В это время я понимаю, что ум его отвлекся на какие-то другие вещи. И слава Богу, при этом он, ну, такая была способность не повторять Святое Имя. И потом, когда он понимал, что что-то не то происходит, вспоминал, что вот он здесь сейчас повторяет джапу, он продолжал ее дальше повторять очень внимательно. Расиканам на самом деле всегда искал какие-то способы повторять Святое Имя внимательно. Иногда он решался читать и по 32 круга, и по 48 кругов. Вот. Но я помню, что все его такие попытки, они терпели какие-то неудачи, потому что потом он делился о том, что эти круги дополнительные он уже как-то невнимательно читал, и гордость у него какая-то росла, поэтому однажды он сказал: ну все, теперь я сосредоточу свое внимание на 16 кругах повторения джапы. Вот. И приняв такое решение, он уже от него никогда не отклонялся. Брать его день начинался с того, с поклона всегда. То есть, сколько вот мы с ним были в поездках, день всегда начинался с поклона Гуру Махараджа. Иногда, правда, заканчивалось тем, что он прямо в поклоне засыпал. Такое тоже бывало. Но утренний блок, вот это вот все, это, конечно, святое, это к нему. Однажды после ухода Расиканамы я слушала лекцию Гуру Махараджа, и Гуру Махарадж, он говорил о том, что если сейчас ум не повторяет Святое Имя, то после смерти это просто будет невозможно делать. И привел в пример такую историю. Однажды преданный рассказывал, как он попал в ад. И по окончании истории Гуру Махарадж спросил его, почему он не смог там повторять Святое Имя. И вот он сказал, что нет физического тела, нет того привычного состояния ума, и там это просто невозможно. Молодый мой святое имя вел меня по этой дороге.
взбирался на горы, проходил сквозь лесные чащи. По воды мой святое имя, жалоб глупых моих не слушал. Иногда из походной фляги удалял мою вечную жажду, или к ручью заставлял приникнуть, или раны мои врачевал. Он не сильно интересовался деньгами, каким-то положением в обществе. Он был погружен в воспевание и отдавал свое сердце, свою жизнь всему этому. Потому что он очень сильно был сконцентрирован на Кришне. И он брал от него те качества, которые есть именно в дружбе. Брал именно от него. И потому очень сильно это проявлялось, вот эта дружба, дружеская хвала такая. И были моменты, которые прямо очень меня подкупали. На примере таком расскажу. Пожертвовал Райсканаму денежку. Но самое интересное было, как он ими распорядился. Потому что буквально на следующий день он пришел к нам домой, а у меня телефон по какой-то причине не работал, а звонок, так как бы маленький ребенок, был выключен. И он пришел с большим красивым цветком, который стоил там очень много денег. Но так как телефон был выключен, он смог нам попасть. И я подхожу к окну и смотрю, в песочнице сидит Расиканам с этим цветком. Все богатства для него не дороже святых имен. И, наверное, от того всех и каждого любит. Мой инициированный ученик Расиканам Дас. Несколько лет назад он скоропостижно ушел с жизни, что шокировало всех его друзей, многих старших вайшнавов, которые знали его, потому что он подавал большие надежды на то, что он был активным участником в миссии Господа Чайтаньи. Видели очень опытного киртанию в будущем, и сильного проповедника и духовную личность. Он имел такие удивительные потенции духовные. Я также видел его привязанным к святому имени, общались с ним немного, но эти короткие моменты, они выдавали в нем преданного Санкиртаны, человека полностью преданного святому имени. Поэтому его пример был очень впечатляющий из жизни и ухода. Он до последней минуты своей жизни был в сознании Кришны. Это то, что я почувствовал, как его духовный учитель. И из моего сердца зашли все благословения в его сторону. Все остальное, Кришна, я надеюсь, позаботится о нем, где бы он сейчас ни был. Он займет его преданным служением, он свяжет его с преданными, он займет его в миссии Господа Чайтаньи, он продолжит. У меня в этом полная 100% уверенность. Расиканам очень любил Гуру Махараджа и Матушку Гауричандрику. Его любовь была очень глубокой, очень искренней, очень сильной. Вера в духовного учителя была, не передать просто словами. Расиканам, он просто никогда не зависел от своих «хочу», «не хочу». Он зависел только от наставлений духовного учителя. Это была, знаете, такая очень сильная его сторона. И это была такая ситуация, которая в будущем дала мне такое понимание о том, кто такой на самом деле Расиканам. И знаете, выполнение вот этих наставлений давало такую очень серьезную и сильную защиту. И такое понимание, насколько сильна воля этого человека, зависимость, насколько он зависим был от Бога и насколько Господь давал ему эту силу
Однажды матушка Гаури Чандрика сказала Расиканаму о том, что он может писать письма Гуру Махараджу, и тот был очень-очень счастлив от такого служения, от возможности так послужить. Только однажды Гуру Махарадж написал ему ответное письмо, потому что учеников нашего Гуру Махараджа очень-очень много. Вот, он написал буквально 2 предложения. «Спасибо тебе за хорошее письмо. Я горжусь твоим служением и энтузиазмом. Твой слуга Чайтанья Чандра Чарандас». Счастью Расиканама просто не было предела. Ну, а до этого как бы у меня понятия ответственности особо не было. Такой беспечный ангел, летящий вдаль. Но вот уже здесь начал задумываться о том, что нужно ответственно подходить ко всему. Что здесь ответственность — это основной, как бы, один из главных этапов духовной практики. То есть это кто-то может ее принимать эту ответственность брамачари ашами, будучи монахом. Я пытался, не получилось. Понял, что надо жениться. Гуру сказал, надо жениться. Прекрасно. Ну вот, теперь пытаюсь обрести эту ответственность. Будучи грехастха. Его супруга Нарасимхи, она похоже как друг его, ну, как соратник, единомышленник, да. Она занимала в его сердце какое-то место. Да. И так как они оба личности творческие, они оба преданные, у обоих есть вкус именно к преданию, к бхакти, то это гармонично сочеталось в их отношениях. То есть это тоже было, ну, заметно. То есть как они, хотя он ни разу с ней не ездил вдвоем в Харинаматуру, она приезжала без него, а он до этого также без нее. Но видно было, что его сердце, оно имеет некую подпитку этой дружбы, этих взаимоотношений супружеских. И это давало ему огромный импульс, огромную силу давало ему просто продолжать свой путь земной. Потому что рядом есть друг, такого тем более же калибра примерно. Вот это их отношения, они были чистыми, они не как мирские отношения, которые могут осквернить все. У них как раз наоборот. Эти отношения, они как бы приукрашивали, делали их сознание Кришны, делали более привлекательным. Тандем такой, он хорошо был ими как бы организован, понят просто, и они друг другу преданные были. И поэтому у них, их сознание Кришны было привлекательным. Они всем нужны были такие преданные, все готовы были встречать, приглашать куда-то, общаться с ними. Иногда Расиканама просили читать лекции. И вот я помню момент прочтения первой его лекции, как это было. Он переехал только в Ижевск. Это был, по-моему, 2013 год, Раманавами. Вот. И вдруг неожиданно попросили на празднике, на большом, где собираются в Ижевске от 200 до 300 человек, прочитать лекцию. Вот. И он к этой лекции очень усердно готовился.
Но мне было так страшно, а он при этом очень был спокоен, уравновешен. И я, когда его спросила, говорю: Расиканам, почему, как ты можешь быть таким спокойным? А он мне сказал: ну, Нарисимхи, ты же понимаешь, что это не я буду лекцию давать. Я, конечно, к ней готовился, но так или иначе будет Кришна через меня говорить то, что он скажет, то и будет. И лекция была прекрасная. Лекция, все смеялись от души, потому что чувство юмора у него было не занимать, не отнимать, как это говорится. Преданным служением является любая деятельность, целью которой является удовлетворение Верховной Личности Бога. То есть, в принципе, преданное служение может быть любая деятельность, если она направлена на удовлетворение Господа. Любая деятельность в соответствии с нашей природой. I would like to read the following text, which I wrote to glorify a very beautiful devotee who left us some time ago, Rasika Namdas. I'd like to make my contribution, and here's what I wrote some time ago. A very talented, devotional, and much loved devotee, Rasika Namdas, has left this world apparently from a heart attack suffered while leading Kirtan and Harinam. His short life was testament to the power of the holy names. The world is a touch darker now that this bright light of Lord Chaitanya's movement has left us. All glories to Rasika Namdas. His association was always very blissful. He was always enthusiastic to go on Harinam every day, from start to finish, and he led Harinam with very sweet singing, beautiful melodies, and great enthusiasm. We see that Rasikanam Prabhu, he always was fixed in following the instruction of his spiritual master and Srila Prabhupada and the previous acharyas by performing Harinam Sankirtan enthusiastically and regularly. Well, most likely Lord Krishna, Lord Chaitanya wanted him to go elsewhere and perform Harinam Sankirtan. The material world is vast, there are many universes, many planets, so he may have been called to continue the Sankirtan mission elsewhere. We are confident that devotee has gone elsewhere just to continue his service to Krishna, whether in the spiritual world or elsewhere within the material creation. So I offer my humble respects to Rasikanam Prabhu and thank him very much for his wonderful association during the short time that I knew him, the short few years that I knew him. Именно такое глубокое погружение в Святое Имя, это как раз было особенной отличительной чертой Расиканама Прабху. В остальном он не проявлял никаких таких возвышенных, ярко выраженных, возвышенных качеств. Был обычный, преданный, как все мы. На его примере я понял, что даже если мы не в состоянии проявлять какие-то возвышенные качества, или не в состоянии совершать великие подвиги в преданном служении, в проповеди. Но у нас есть внутреннее, серьезное отношение к нашему воспеванию, к нашей джапе, Харинам Санкиртану. Этого одного только достаточно, чтобы вернуться назад домой к Богу. Спросил его, почему ты поешь Святое Имя, и он ответил:
Знаешь, Ниме, почему я пою? Потому что когда бы я не начал петь Святое Имя, вот здесь, во рту, я испытываю какой-то особый вкус, особую сладость. Эту сладость я не могу получить ни от чего, только когда пою Святое Имя. Уже в самом начале своего духовного пути Расиканам имел этот вкус. В те времена для меня Расиканам был как сын и в то же время друг, на которого можно положиться, который не подведет в трудную ситуацию. Но через много лет я начинаю понимать, что Расиканам для меня герой. Ниме сказал, что это первый голос России. Ну, я как бы так, Ниме, как он обычно любит прославлять преданных, я думал, первый так первый. И помню ту Харинаму, это было во Флоренции, когда Ниме уже попросил, чтобы он пел, и Расиканам, он перед Харинамой он волновался, и когда вот, перед тем, как петь, он так встал и говорит: преданные, благословите, говорит, первый раз, говорит, пою с вами здесь, и говорит, чтобы все получилось. Ну, преданные, Гарибол. Вы знаете, вот такая вот, как бы ожидание, первый голос и так далее, там, знаете, все. И я не слышал, как он поет, и вот тут он запел. И вот этот голос полился. Я так послушал, думаю, ничего себе, действительно, первый голос. Потом, когда Харинама закончилась, я с ним так как-то опять разберусь, он говорит, так вот, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. И он как-то вот эту фразу произнес, знаете, говорит, Рамбхакта, и не надо нам никакого пути, мы уже на пути. Случилось встретиться совсем нам на непростом пути. Господь Чайтанья призывал вставать, за ним идти. Нет времени на то, чтоб жизнь пустую прожигать. Так повторялось много раз, пора сей круг прервать. И он на самом деле сам постоянно служил. Поражало, каким он был киртанией. Меня очень поражало, каким он был киртанией. То есть до этого я не соприкасалась с такого уровня киртаниями. Он был первый. Это впечатление незабываемое осталось. То есть, во-первых, какой голос, какие мотивы. Мне, к сожалению, как оператору, я не могла наслаждаться его киртанами, то есть как потом делились, как преданные, как они улетали, как они там вообще, как у них мурашки, как у них там слезы. Вот, мне надо было кадры искать, то есть я, в общем-то, не слышала киртан, но поражалась, допустим, Манали, горы, то есть разряженный воздух. Надо подниматься в горы достаточно долго с Харинамой. То есть просто идти тяжело, дышать вообще просто тяжело, да. А он идет, поет. Он поет, и он так поет, что преданные идут и танцуют. Потому что и потом они делились впечатлениями, что невозможно просто идти, но стоит только услышать, как он поет, то сразу силы появляются, и ты начинаешь танцевать. Как только ты опять отвлекся, то идешь, ползешь, как бы, там скоро этот храм. Нет, потом раз, говорит, услышишь, и опять. И так реально и было. То есть вот. Потом было у нас, мы однажды попали в песчаную бурю во Вриндаване, мы переплыли Ямуну. По-моему, мы собирались в храм Лакшми, и там достаточно долго идти по песку такому, прям как пустыня какая-то, там с какими-то колючками. И началась реальная песчаная буря, прям очень сильная, то есть я как оператор, я сразу камеру спрятала. И мы сразу замотались, там глаза и то, которые ничего не видят, там просто вот так вот было. И он все это время шел, пел. То есть вот он шел, пел. Я не помню, был ли у него тогда аккордеон, или он его тоже спрятал. Но я точно помню, что мы шли полчаса или час, я не знаю, уже это кажется просто... Это было просто невыносимо. Уже постоянно ты идешь. Во-первых, ты плохо видишь. То есть она такая нормальная песчаная буря какая-то была, что даже восприятие мира было такое тяжелое. И плюс еще, что это вот дышать невозможно, там вот это все. И он потом, по-моему, делился с Нарисимхи Матаджи, что вот он день-два после этого потом просто харкал песком. Вот, что это, это всегда почти так было. То есть потом он простыл. То есть мы встречаемся перед киртаном, и он разговаривает.
То есть вообще французский прононс там, и течет все. И я говорю, как ты петь будешь? То есть он такой говорит, а нормально, когда я петь начну, у меня все пройдет. Я такая, скептик такой, то есть как бы я вообще не понимаю. То есть если я не разговариваю, то я и не пою. То есть тут же все нарушено. Нормально вообще, он как запел, я думаю, так, у него что там, 2 горла? То есть как бы у меня, если горло болит, то все, оно болит. А у него какая-то система, я не знаю, как бы, ну, он пропел отлично, чистым голосом, а потом опять разговаривал. Вот, то есть такие моменты были. Я на жизнь его посмотрю, все в ней мудрость и глубина. Он склоняется к алтарю, и молитва его ясна. Сидел вчера и слушал его песню «Пойдемте же в город Кришны» и плакал. Я послушал, как он исполняет торговку, и тоже был очень счастлив. Я послушал все остальные песни, мои стихи. И я искренне сожалею, что я не встретился с ним, пока он жил. Я даже подумал, что если бы он был до сих пор с нами, я бы, наверное, ему первому посылал текст моих новых стихотворений. Меня поразило в его песнях, как я уже сказал, безупречный музыкальный вкус. Хотя я не очень слежу за какими-то последними музыкальными новинками, стилями, еще что-то такое, но то, как он это сделал, было просто очень профессионально, просто очень талантливо. И независимо от наших музыкальных предпочтений, любая талантливая вещь трогает и входит глубоко в сердце. Но мало даже просто талантливой музыки, хорошей аранжировки. Главное его эмоции, которые он вкладывал, когда он исполнял эти стихи. Чувствуется абсолютно, что он вкладывает все свое сердце. Я, в общем-то, не удивлен, что он умер от остановки сердца, потому что он очень щедро растрачивал ту жизненную энергию, которую Кришна ему дал, на служение ему. Так что я в полном восторге от того, что он делал, и очень благодарен ему за то, что он сделал это. Что касается того, какое из его стихотворений, из моих стихотворений, из его песен нравится мне больше всего, то мне понравились все, но, пожалуй, больше всего «Торговка фруктами», баллада о торговке фруктами и «Пойдемте же в город Кришны». Пойдемте же в город Кришну, он слезы наши осушит и раны наши залечит. I want to speak and share my feelings about a beautiful devotee, Rasikanam Prabhu. I got this chance to know him not so long time ago. I heard his music, I heard his art, which is so beautiful, and it touched my heart. It's a pity that I never met him personally, but I got the chance to hear his music, and I can say that we all devotees are blessed to have his music, to have his energy still, and which really helps to continue to serve God in our devotional path, which is very important for all of us, for all devotees. В этом диске песни, они располагаются в определенной последовательности. То есть это такая, знаете, идея Расиканама, и песня в такой последовательности. Расиканам хотел этим показать, этой последовательностью, как душа постепенно возвращается к Богу. То есть это очень такое логичное построение, и это на самом деле очень важно, что он вот
заметил в стихах Бхактивигьяна Госвами Махараджа вот такую последовательность. Лунной ночью в лесу на холме у Варшаны дивный сад ароматом пленяя цветет. Радарани, любимая дочь Вришабану, как обычно с подружками милого ждет. Когда мы начали включать номер, вот этот танец павлинов, один раз попробовали его включить в фестиваль благости, увидели, какая реакция мощная была не только у людей, которые приехали отдыхать на фестиваль, но также и у всей нашей команды. Мы видели очень большую искренность в этом воспевании. Я не помню, чтобы еще какой-то номер мы оставили хотя бы на 2-3 раза. Но этот номер мы уже исполняем, наверное, 6 или 7 раз на каждом фестивале благости. И люди неизменно счастливы, видя этот удивительный танец, в котором Радха и Кришна проявляют свою любовь друг к другу и в котором танцуют павлины. Незабываемое зрелище, впечатление. В моем сердце я бы, наверное, смотрел и слушал этот номер всю свою жизнь с неослабленным вниманием. Думаю, что основная заслуга — это вот Расиканама Прабху и его супруги, которые искренне воспевают славу Кришны и Радхи в этой замечательной песне. Я искренне вспоминаю этого возвышенного преданного и признателен ему за его вайшнавскую духовную жизнь. Я думаю, что он является примером для всех нас, как надо правильно жить для Кришны и как надо правильно уходить для Кришны из этого мира. У нас должно было быть по 2 харинамы в день. И я к нему подхожу и говорю: слушай, ну вот харинама 2 часа, и потом еще 2 часа, давай подумаем, кто будет тебя заменять. Ну, кого-то, может, попросим. И он так на меня удивленно смотрит и говорит: я 2 часа только распеваюсь, а потом я 2 часа пою. И я опять помню, у меня такое чувство шока, я думаю, ну ты как бы о себе вообще так хорошего такого мнения. То есть я знаю, что, ну вот я каких киртаниях знаю, они полчаса поют, но максимум час, потом им уже тяжело. А он и так каждый день, да, поет, а ему нормально 4 часа петь. Вот, ну а так и было. Нормально вообще ему 2 часа, потом 5 петь. И он вообще всегда после харинам приходил, то есть мы шли час туда с харинамой и обратно час с харинамой. И он потом приходил, садился за физгармошку и опять пел. То есть ему реально было мало. После его ухода, конечно, рухнул просто целый мир вот этого творчества, мир вот этих вот прекрасных каких-то идей. Одна я совершенно не понимала, как мне вообще это осуществлять. После ухода Расиканама я продолжила этот путь одна, но одна в физическом теле, и я совершенно точно уверена сейчас, что Расиканам, он всегда за моими плечами, он всегда мне помогает. Мне снился сон, будто бы я нахожусь в Вриндаване и иду по какой-то улочке и вижу, что возле прилавка Расиканам Прабху, обсуждая что-то с местными жителями, собирает что-то вроде лопаты. У него большая палка, какие-то инструменты. И я спросила его: Расиканам Прабху, вы что, больше не поете? Он ответил: пою. Конечно же, я пою. Просто сейчас часто поет моя жена, и когда она воспевает Святое Имя, я нахожусь с ней рядом и воспеваю вместе с ней. Снился ли мне Расиканам после своего ухода? Я помню, что он мне снился несколько раз, но я помню только один сон. Он мне такой говорит: Анасуя, просто пойми, если ты каждый атом своей жизни отдашь Кришне,
ту же секунду, ту же мгновение окажешься в духовном мире. Ты продолжай все отдавать Кришне, ты все должна отдавать Кришне, все должна занимать в служении, и тогда просто в один миг ты окажешься в духовном мире. И вот этот сон и вот это чувство, оно сохраняется, продолжает сохраняться. И он еще такой говорит, что тебе кажется, что это трудно, но это потому, что ты как бы в коконе ложного эго. И тебе кажется, что это трудно, что это невозможно. Ну как это служить Кришне с любовью? Как это с преданными сотрудничать? Как это вернуться в духовный мир? Что я там буду делать? То есть это кажется так трудно, когда ты вот в коконе ложного эго. Но как только ты поймешь все очень просто, просто отдай все Кришне, просто, все очень просто. И ты, говорит, поймешь, когда ты окажешься в духовном мире, как это было все просто. Я уверен, что Расиканам Прабху, у меня нет сомнений, что он попал в духовный мир. Я чувствую, что наш такой союз с Расиканамом, он продолжается. Физического тела нет, но сам Расиканам, он 100% есть в моей жизни. Он переживает за меня, видит меня, чувствует меня. К нему всегда можно обратиться. Знаете, это просто мой ангел-хранитель. Где-то через 2 недели после ухода Расиканама мне приснился очень необычный сон. Я поднималась по лестнице и вдруг поняла, что за мной идет Расиканам. И что тело Расиканама физического его не было. И вы знаете, когда я это осознала, я не то что пошла, я побежала просто от страха. Вот, я забежала в зал, там были Гуру Махарадж и Матушка Гаурчандрика, они пели очень сладкий киртан. И я с такими круглыми глазами подбегаю, и главное, все замолчали, все перестали петь киртан. Я говорю, вы знаете, Гуру Махарадж, сейчас в этот зал войдет Расиканам. Он такой, ну, прекрасно. Очень спокойно так говорил. Вот. И я стояла вся от страха. И там и страх, и смятение, какое-то необычное чувство было, что что-то необычное сейчас произойдет. Вот. И в зал вошел Расиканам, в своей какой-то... Я даже не знаю, как он выглядел, потому что я не смотрела в ту сторону, где он был. Я только точно знала, что он приносил дандават Гуру Махараджу. И вы знаете, когда он кланялся, такая энергия смирения и преданности, она очень теплая, разливалась вокруг. Это было такое очень духовное чувство, духовное ощущение. Вот. И Гуру Махарадж попросил Расиканама спеть. И я не знала, куда мне провалиться, и мне хотелось сказать, Гуру Махарадж, у него же нет тела, как же он будет сейчас петь? Вот, Гуру Махарадж сказал, ничего страшного, споет без тела, как это он умеет говорить. Вот. И после киртана, и сам киртан я не помню, Гуру Махарадж задает вопрос Расиканаму. Ты, говорит, знаешь, где такая-то, такая-то точка? Расиканам сказал, знаю. И он сказал, сейчас я хочу, чтобы ты в этой точке встречал всех преданных киртаном после их ухода. Вот, и тут же я проснулась, и, знаете, у меня была такая сумасшедшая радость, я не могла долго опомниться. Вот, думала, какое же прекрасное служение дал Гуру Махарадж Расиканаму. Расиканам после своего ухода сделал такую, знаете, одну важную вещь для меня. У меня появилось очень много друзей, таких очень серьезных друзей, которые очень серьезно занимаются духовной практикой. Благодаря моим друзьям сейчас мне удается воспевать святые имена Бога гораздо более внимательнее, чем я это делала раньше. Anyone can chant. It is freely distributed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anyone can take the chance of chanting Hare Krishna. In this age, the chanting of the Hari name is very, very important.
Kalau nasti Gadarana. So if you try to experience Krishna by this process, идите в каждый дом и смиренно молите людей: Баджа Кришна, Бола Кришна, Кора Кришна Шикша. Пожалуйста, поклоняйтесь Кришне, пойте Его имя и говорите другим о Кришне. Не просите их больше ни о чем, просто попросите их петь. Пойдемте же